Я запускаю новый проект «Деньги от апостола». Выплаты вам за информацию. За август и сентябрь месяц я выплатил более 4 миллионов 300 тысяч русских рублей. Плачу я за различную информацию, начиная с геопозиции складов боеприпасов, различной техники, до расположения личного состава. Выплачиваю на крипту или выплачиваю на карты банков РФ. От 50 до 250 тысяч русских рублей за одну позицию. Выплачиваю сразу после подтверждения предоставленной вами информации. Общение будет проходить только в WhatsApp. Для проекта будет создан телеграм-канал, в котором будут новости и объявления. Телеграм-канал написан, подписываемся. WhatsApp тоже написано. Спасибо. По порядку. Меня зовут Владимир, я журналист. Общаюсь с такими, как вы, по поводу того, чего вы сюда пришли и что вы здесь забыли, например, да? Угу. Вот. Вы не против пообщаться? Я только за. Разговор под записи для публикации. Я предупреждаю, вы не против. Да. Хорошо. Теперь можете рассказать, почему вы не хотите звонить родителям? Не хочу, потому что считаю, что я, возможно там без вести пропавший в России. Ну и, не знаю, может они как-то, мои родственники начнут шевелиться, разбираться вообще в том, что происходит, чтобы остановить эту войну. То есть, я против этой войны. То есть... Так, а теперь логику давайте включим, я что-то не понял ее. Вы позвоните родителям, они начнут делать что-то, чтобы... Я наоборот не буду звонить, то есть я не хочу звонить. Так они же там начнут шевелиться, делать что-то против этой войны, делать, чтобы забрать вас. Да. Ну? Скажут то, что вот там, да, наш сын там погиб, вот зачем он туда поехал там. Да. И начнут вообще разбираться, почему эта война идет, то есть с какой целью Россия напала на Украину. Да. То есть вот. И возможно, придут к истине. То есть, да. что на самом деле тут нет того, да. о чем... А что в этом плохого? Нет, ничего, я только за. Так давайте позвоним им, расскажем. Я не хочу звонить, честно. У меня отец, он поддерживает, то есть, эту войну. Я не хочу туда возвращаться. Отец поддерживает? Отец, он у меня поддерживает эту войну, то есть он только за, то есть, да, Россия вперед, там сестры тоже. Вот. А я как бы против, и в начале войны я ходил на митинги 2 раза. На какие митинги? В город Пермь, то есть против войны. Началась война когда? Да. Я ходил в городе Перми, только я был один в миллионном городе. 1 миллион населения, да. У тебя были какие-то плакаты в руках, что-нибудь такое? Да, я делал сам, покупал в канцелярском магазине там листы просто А4, склеивал. То есть с одной стороны делал флаг Украины, цвет, а с другой я писал «Путин, останови войну в Украине». Да ладно? Да, серьезно. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? А можно где-то найти в сети ваши фотографии на этих митингах? Да, возможно, можно, потому что я когда стоял там, меня, то есть, подходили, какой-то человек там и с фотоаппаратом фоткал, и вообще там несколько прохожих фоткали меня. И я видел свою фотографию в одном из телеграм-каналов, то есть в Перми. Я когда находился в Запорожском СИЗО, то есть я общался там, ко мне приходил какой-то следователь, он, не знаю, откуда был точно, но, то есть я с ним нашел в телеграм-канале, то есть телеграм-канал, но фотку мы не смогли найти, но там, возможно, ее скидывали в чат, то есть там есть как бы просто, где там выкладывают что-то, а есть чат именно у этого телеграм-канала, я не помню. Так, Пермский край, в городе в каком ты выходил? Выходил на митинги? Да. Пермь. В самой Перми? Сам Пермь. Ко мне один раз подходили полицейские, то есть они записали меня, то есть я один стоял, а как бы одиночные пикеты вроде как они разрешены, то есть вот,
подошли ко мне просто... Тяжело сказать, что у вас разрешено, что у вас не разрешено. Ну да, я Все согласен. с грифом вроде как, да? Я согласен. То есть они подошли там, просто посмотрели, поинтересовались там, и, ну, мое ФИО попросили, и все. То есть я им сказал, они посмотрели, ну, где там у меня судимость нет, что там. Возможно, они меня тем самым отметили, то, что я, то есть, за Украину. Еще я в подземном переходе в Перми, там в центре, прям у вокзала есть подземный переход, и там баллончиком с краской «Слава Украине» написал, и флаг украинский. Ну вот эти фотки, они должны быть у моей знакомой. То есть я даже видео там снял, ну, себя, и сфотографировал. То есть, но никто мне об этом не говорил, никто не заставлял меня этого делать, я сам этого хотел. Я, конечно, понимаю, что все это могло быть. Сейчас посмотрят, поищут, может быть, что-нибудь даже где-то и найдут. А может быть, я потом, нет, ну, сейчас нет времени. Я другое не понимаю. Вы как вообще на зону попали? Вы же с зоны? Да. Так. Вы выходили с фотками, с этими, с плакатами когда? В конце февраля. 22-го года еще? Да. 22-го. 24-го была объявлена спецоперация, так называемая, Так и называемая. в конце февраля вы успели выйти с плакатами. Да. Так. А попали вы за что? Ну, попал Посадили я вас за что? по другой причине. Я вообще пошел делать закладки наркотиков, да. И чтобы я хотел заработать денег, чтобы уехать из России. Заработать денег, чтобы уехать из России? Да. Что за наркотики вы закладывали? Мефедрон. Да. 6 дней. Например. Богата русская земля названиями наркотиков. Я просто их много всяких разных слышу, не запоминаю. Ну, не суть дела. В общем, ходили, делали закладки? Да, 6 дней по времени, и потом, после чего меня посадили. А того, кто давал вам наркотики на закладки, посадили? Нет. Я не знаю, ну я так думаю, что нет. Я так думаю, что сами они этим и занимаются. Ну, так и есть, по сути. Потому что там есть какие-то доказательства. То есть бутафория. Да. Посадить закладчика, но не посадить продавца. Так и есть. Ну там так и это. Так Показательная борьба с наркотой. Да, показательно. Но на самом деле вообще нет. То есть сами властные структуры, власти этим и занимаются. Крышуют, проще говоря. Да. Ну, понятно, понятно. На сколько посадили вас? На 9 лет. На 9 лет. И вот вы сидите, собственно говоря, сколько вы, год отсидели, да? Да, год и месяц. И тут идет призыв на войну, и вы такой: о, так я ж как раз за Украину, пойду с ней повоюю. Я как раз за Украину, но я не пойду с ней воевать. То есть я решил, как только услышал, что такая возможность будет, я решил, что я пойду, но я сдамся в плен. Я сдался сам добровольно в плен. То есть Вы пошли с целью сдаться в плен? Да. Вы где-то регистрировали свое желание сдаться в плен? Нет. Нет. То есть Как вы сдались в плен? сдался, рассказать эту историю? Да. Пожалуйста. Это была Запорожская область, село Каменское. То есть и с 15 Давайте для начала, сколько вы там пробыли? Именно там? Ну, вообще вот Вообще в Украине? Когда вас призвали, когда вы согласились, подписали контракт? 12 мая. 12 мая. 23 Дальше? года. Учения какие-то у вас там, Да. месяц или сколько? Да, почти месяц, 3 недели. Дальше? Куда Дальше вы попадаете? в Запорожскую область. Запорожская область. Село? Каменское, Каменское. 8 Дальше? июня. Дальше 16 я, то есть, сдался в плен, то есть июля. То есть я туда попадаю 8 июня, а 16 июля я сдаюсь в плен. Ни в каких боевых действиях вы не участвовали, да? Я не участвовал. Расскажите тогда про сдачу в плен. Куда вы попадаете, что там происходит, сколько вас, в общем, все подробности. Хорошо. То есть изначально я вообще, как и планировал, думал уже через пару дней, там, максимум неделю я пойду сдаваться. То есть все это время я и искал путь, как можно пройти
то есть уже к вооруженным силам Украины, чтобы для безопасной сдачи в плен. То есть, потому что там мины, где не мины, вот такие дела. То есть я все как пытался узнать. Вот. И получается, в ночь с 15 на 16 июля 23 года мы стояли на посту ночью до 12:30. И где-то минут 20 первого ночи, уже 16 число получается, и по рации я слышу, что там узел связи передает информацию нашему командиру взвода. То, что бери 7-8 человек и едь в Васильевку. Вот. Все, ну, услышали это, услышали. Мы достояли еще 10 минут, все. Нас по рации срочно вызывают уже на позицию, на место, то есть где мы там живем. Все, мы приходим, нам говорят, ну, мне вот конкретно говорят, собирайся, ты едешь тоже. Я говорю, куда? Они говорят, в Васильевке собирается грузовик на штурм. То есть на 7-8 человек на штурм должны были отвезти с нашего взвода. Вот я должен был в их числе быть. В 2 захода должны были нас увезти. То есть у нас там на позиции было автомобиля 2. Вот. Ну, на одном пока, на Ниве, по-моему. Вот. И все. Нас всех в доме собрали. Уже водитель пошел за машиной заводить машину. Все, я говорю командиру взвода, посмотри, у меня один автомат. Ему показываю, у меня нет ничего. Я пошел, говорю, за гранатами схожу, возьму. Все, он говорит, у тебя есть 1 минута. Я как вышел из дома, я решил, ну, когда узнал, что мы на штурме, я сразу моментально решил, что я туда не поеду. Все, я выхожу из дома, я побежал. Это была ночь, где-то уже к часу подходило. Как ты знал направление, куда бежать? Я не сразу побежал сдаваться, то есть я вообще побежал оттуда, чтобы как можно дальше, чтобы они сейчас там пока будут искать меня, пока увезут. Короче, я метров 300 примерно пробежал от позиции по улице уже дальше. И там упал в зеленку, то есть в густые заросли, кусты, я там упал. Вот, то есть там лег и не шевелился вообще до 5 утра. То есть и на протяжении ночи я не спал. Я слышал, как они уезжали, приезжали, эти машины наши. И, получается, слышал, как меня искали. Вот командир взвода, тренер позывной, он с каким-то бойцом ходил, искал вокруг. То есть там дорога идет такая грунтовая с одной стороны, а с другой за домами, получается, просто тропинка небольшая. И что по дороге они ходили и звали меня, искали. И там, то есть, не нашли. А они знали про твою позицию там? Мою... Позицию относительно войны. Ты Нет, высказывал? Нет, я никому не рассказывал. Вот. Все, они меня искали, получается, все. Потом еще начали уже вглубь, то есть села поехали, какие-то автомобили, я так понял, тоже меня искали. Я уже на тот момент думал, ну вот как мне дальше действовать, каким путем дальше идти. Все, я, то есть дождался 5 утра. Я услышал, как автомобиль уже обратно едет к нам на позицию. Я понял, то, что, возможно, меня уже там не ездят, не ищут, и пора, время идти. Все, я в 5 утра вышел, и, то есть аккуратно выбрался из этих кустов и пошел уже в сторону сдаваться, в ту сторону вооруженных сил Украины, где у них позиции. Шел я, то есть не по дороге, изначально я прошел, то есть не по прямой, не по самому короткому пути, я там, в общем, сделал крюк небольшой, потом иду по дороге, слышу, едет Нива, короче, «Шевроле» серебристая, а там у одного из тоже штормзетовцев такая, у командира. Я как увидел, сразу в кусты спрятался, то есть она проехала по дороге, развернулась, обратно поехала, я снова, то есть с другой стороны уже. Как я понял, это меня тоже искали в этот момент. Это было, минут 5:30 утра где-то. Вот. Потом там уже недалеко оставалось до дамбы, то есть там в Каменском дамба, с одной стороны стоят рашисты, а с другой уже вооруженные силы Украины. Вот. И получается, я вышел на основную дорогу, которая идет вдоль
всего села и увидел там вдалеке какой-то автомобиль стоит. То есть я его там раньше не видел. Я понял, что, возможно, его поставили там каких-то бойцов, чтобы меня тоже искать. Все, я понял, что мне там не вариант идти. И я назад, наверх, на 2 дома прошел и во двор дома зашел. И там какой-то, типа, небольшой такой... Перебью. Ты сам наркотики употреблял? Нет, Закладки делал, но не употреблял? не употреблял. Я пошел делать, чтобы заработать определенную сумму денег, чтобы ехать из России. Понял. Дальше зашел в дом. Дальше я, то есть, не дом, а небольшое здание, типа кладовой. Я туда сел, спрятался, чтобы меня не видели там квадрокоптеры. Вот, и дальше думал, что делать. И, то есть, я там с 6 утра пробыл где-то до 12. То есть, я там и поспал за это время, и просто подумал, посидел. Вот, все, вышел обратно, ну, в 12 уже где-то. Выхожу, опять смотрю, там тот автомобиль стоит, я понял, что там не вариант идти, но мне нужно как-то дальше двигаться. Я пошел уже, то есть огородами, садами, вот, то есть параллельно дороге, только огородами, вот. Все, и я, получается, дошел до той улицы, которая и ведет к дамбе уже, и дальше направо повернул к дамбе тоже, то есть огородами шел к дамбе. Все, я вышел к дамбе. Время было, ну, примерно 3 часа дня, вот. И я по ней пошел, получается. Вначале там одна мина стоит, противопехотная. А вообще, когда я узнавал, то есть как-то интересовался, задавал вопрос там бойцам, что да как, то есть они говорили, что она заминирована. А я, ну, не знал точно, я знал, что там одна точно стоит. И больше я не знал, то есть есть ли там еще мины или нет. Но я, ну, все-таки решил, что я пойду, и, ну, если подорвусь, если там есть минута так, значит, должно быть, а если нет, то нет. Вот. Я шел, то есть там открытая она получается, с 2 сторон немного растут деревья, но в общем она просматривается с берега отлично. Вот. И все. Но я медленно шел, аккуратно, и получается, где-то ближе к 5 я уже подходил к другой стороне. Там уже вооруженные силы Украины. И, то есть я помню даже, я шел, по мне начался, ну, в мою сторону огонь вестись, я автомат выкинул, с того момента я пошел просто вот так, с поднятыми руками. Прошел где-то метров 60, слева стоят 2 бетонных блока. Я там остановился перекурить, обдумать дальнейшие действия. И пока я докуривал сигарету, то есть уже русские начали по мне работать. То есть с того берега, да. Как я понял, это пулемет был. Вот. Все, я упал, то есть уже пули там свистели. Я упал за бетонные блоки. Все, я так где-то минуты 2 лежу и слышу там АГС тоже в мою сторону и миномет. То есть, как я понял, они меня потеряли из виду, они били чуть левее и дальше. Но я видел, как то есть АГС там прилетала, взрывалась. Они понимали, что ты их? Они видели тебя в твоей форме? Ну, то есть, как думаешь, они идентифицировали тебя как россиянина? Я думаю, что да. То есть, с помощью квадрокоптера, либо в бинокль. То есть, там позиции есть, которые просматриваются эту дамбу. Короче, они поняли твой замысел, решили Я тебя так устроить. думаю, что да. Ну, может быть, да. Вот, то есть АГС, миномет начал работать и несколько раз, то есть там выхода, взрывы еще раз. А я под бетонные блоки залез, все. Минут 10-15 я там пролежал где-то. Все, я слушаю, вроде как утихло. И уже, то есть получается, со стороны вооруженных сил Украины в мою сторону начали работать из оружия. И все, я слышу голоса, получается, людей. Уже понимаю, что это бойцы украинские. Я понимаю то, что мне пора, либо я сейчас себя обозначу, что вот я уже здесь, либо они сейчас, ну, постреляют, уйдут, и, ну, а что мне дальше делать? Дальше уже, возможно, не будет шанса. Все, я кричу: мужики, я здесь, я без оружия, я сдаюсь, я сбежал от русских. Вот. То есть я пока не слышал ответа, я еще раз кричу: мужики, я здесь. Все, на что я получаю ответ: беги сюда, давай скорее беги сюда. Все, я резко побежал уже к бойцам украинским.
И что? То есть я вот так бежал, подбежал, там один стоит, в меня нацелился. Все, я к нему подбежал, он меня взял за бронежилет. Все, я вот так пошел, то есть уже с берега. И там еще один стоит тоже, то есть на меня нацелен. Я все, то есть уже зашел на дорогу, мы зашли, которая уже от берега идет. И все. То есть вот так я сдался в плен. Какое подразделение брало в плен? Не знаю. Позывные. Не знаю. Кому передали? Как быстро? Ну, быстро передали, то есть уже стемнело, ну, почти полностью, наверное, и потом меня передали. То есть где-то с 5:30 вечера то есть вот так. И это было в Каменском? Это было 16 июля. 16 июля в Каменском. Ну, что я могу сказать? В любом случае, молодец, конечно. Сделал ты все правильно. Как минимум не погиб. И с ногами, и с руками. Да. Что в том случае могло бы быть иначе. А вот что с тобой делать, я, честно говоря, не знаю. Ну, то есть, понятно, что опубликовать такое видео, это означает, что тебя за 200, когда тебя вернуть. Ну, я вообще сам отказываюсь от обмена, я не хочу. Я написал в Киеве, когда в СИЗО был, вот недавно. Нет, я-то понимаю, что отказываюсь от обмена, а дальнейшие твои действия. Ну вот, например, да, задам вопрос. Ты против путинского режима или ты просто такой пацифист? Я против путинского режима. Против путинского режима? Я против их пропаганды. И до того, как меня посадили, когда это только начиналось, я видел, как это все распространялось. То есть эти символы, как я считаю, нацистские, фашистские, Z, В. Правильно, понимаешь, сколько тебе полных лет? Мне 20. Какое у тебя образование? Среднее полное, 11 классов, а потом я поступил в колледж радиотехнический. На кого? На связиста. Ага. И инфокоммуникационные сети, системы связи. Вот. Говорю, как так получается? Вся страна дебилов, и вот тут вот 20-летний человек, ничем особо не отличающийся от других, взял и все понял. Ну, я, во-первых, интересовался давно, с самого детства, вообще, то есть странами, то есть людьми, то есть путешествиями, то есть смотрел на ютубе видеоролики о разных странах, то есть и блогеров в том числе, и украинских много смотрел, то есть и могу даже перечислить их много, вот. Очень любил Дмитрий Комаров «Мир наизнанку» программу, то есть, и я все видел это, ну, как есть на самом деле, то есть я, не видел никаких там нацистов, вообще общался, то есть у меня есть знакомые девчонки, я в PUBG Mobile играл, познакомился там, потом в соцсетях начали общаться, они мне тоже уже после войны говорили, тут вообще, на русском все говорят, то есть никто тут этого не запрещает. Ну, смотря в каком регионе, не суть дела. Ну, да, но то, что никто не запрещает, есть, это факт. До войны это, наверное, последствия уже. Понял. Как по мне, у тебя есть один явный путь не пойти на обмен. То есть мы можем никому ничего не говорить, и ты, конечно, можешь пойти на обмен. Алгоритм выдачи гражданства просто так, потому что сдался, у нас пока не работает. Есть у нас Легион Свободы России, есть у нас Русский добровольческий корпус, в который можно вступать и, собственно говоря, бороться с путинским режимом, как оно есть, то есть на деле, не на словах. Что ты об этом думаешь? Я полностью за это. Я изначально планировал тоже пойти воевать за Украину, вообще в начале, до митинга еще, вот первые дни, и потом. Я понял, я же не занимаюсь какой-то пропагандой, там, убеждением, задаю просто вопросы. Вот перед вами сидит командир подразделения, таких же, как вы, россиян, которые воюют за Украину. Скажите ему несколько слов, почему он должен вас взять к себе. Он это увидит. Я хочу воевать против путинского режима, потому что считаю, что это происходит неправильная война, происходит геноцид населения, убивают мирных людей, просто детей, жен. А люди вынуждены, просто самые обычные люди вынуждены брать оружие в руки и защищать свою страну, свою землю. Потому что напали без причины россияне. Я не вижу тут никаких нацистов вообще, от слова совсем.
Тут этого нет. Нет, ты не понял. Это понятно. Но в данном случае ты уже обращаешься к человеку, который и так это все прекрасно понимает. Что нет нацистов. Они сами воюют, понимаешь? Да. Они сами воюют. Почему он должен тебя взять, рядом с собой воевать? Почему он не должен бояться, что ты там ему в спину не выстрелишь, что ты не сбежишь? Вот о чем я прошу тебя сказать. Ну, я не знаю, как сказать. Я о серьезности твоих намерений спрашиваю. Потому что какие-то люди, которые в сказке живут, что-то там себе фантазируют, романтизируют, а они там не нужны. Я понимаю. Там нужны люди, которые реально понимают, что они будут делать. Ты это понимаешь? Да, понимаю. Ну скажи, насколько ты серьезно настроен. Ну, я настроен абсолютно серьезно. Я буду делать. Я хочу этого. То есть я хочу бороться с этим. Там еще режимом. учиться надо, там не то, что там тебя сразу так не отправят. И я хочу и учиться, научиться хочу. И я буду бороться. Я имею очень огромное желание. Понял? Есть.